Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом ролике я покажу вам очень необычный чайник. Он подойдет далеко не всем, но для определенных ситуаций альтернатив ему немного. А вот если вы хотите создать атмосферу чайной церемонии, как в Китае или Японии, хотите удивить партнера на деловых переговорах, угостив чашечкой чая, или создать определенную уютную атмосферу в спа-салоне, этой модели альтернатив нет. Объем чайника всего 600 мл. Его хватит на 2-3 чашки, но больше для 2 человек и не нужно. У чайника узкий носик, так вы точно попадете в чашку и сделаете это изящно. Ведь пролить чай в ответственный момент точно недопустимо. Идея подобных длинных носиков идет из древнего Китая. И до сих пор в некоторых ресторанах подают чай таким весьма необычным способом. Ручка у чайника несимметрична. Это еще один способ улучшить точность налива чая. У чайника есть заварное ситечко. Оно крепится к крышке на магните. В чайнике у вас будет именно чай. А если насыпать много чая, чайник превратится в заварник. Во время чайной церемонии можно установить оптимальную температуру напитка и поддерживать ее 30 минут. Если чай у гостя закончится, можно всегда добавить по необходимости. В обычном керамическом чайнике напиток будет остывать. Чайники со свечой для подогрева небезопасны из-за открытого огня. А тут и безопасно, и красиво, и удобно. Для заваривания напитка можно выбрать оптимальную температуру. 80 градусов для зеленого чая, 90 для черного, 60-70 градусов для белого и желтого, 100 градусов для кофе, 40 градусов оптимально для заваривания детских молочных смесей. Объема чайника на бутылочку более чем достаточно. Несколько важных особенностей. Выбрав температуру, вы нагреваете воду именно до этой температуры, без кипячения. Поэтому, если вы не уверены в качестве воды, лучше ее сначала вскипятить. И тут отличие от термопота. Термопот обычно сначала кипятит воду до 100 градусов, а потом остужает ее до выбранной температуры. Чайник просто нагревает воду до заданного значения. Неожиданным для меня было долгое кипячение воды. Более 3 минут. Объем-то небольшой. Дело в том, что мощность у чайника маленькая, поэтому нагрев медленный. А плюс в том, что нагрузка на проводку при таком энергопотреблении минимальная. И чайник можно подключать вообще в любую розетку. Для мощных моделей нужна и розетка, и проводка соответствующие. Итоги. Уникальный дизайн и объем, которые подойдут и для деловых встреч, и для очень личных, на которых 2 человека смогут выпить по чашечке чая. Возможность выбора температуры от 40 до 100 градусов позволит приготовить любые напитки, а режим поддержания сохранит температуру в течение 30 минут. Заварочная ситечка встроенная, на магните, легко установить и снять. Легко промыть после использования. Длинный носик и необычная форма ручки помогут налить чай точно в чашку, не пролив ни капли. Минусы. Нагревается чайник долго. Второй момент, не минус, скорее особенность. Чайник маленький. Он не универсален, не подойдет для большой семьи. Это индивидуальный прибор для 2, или для 3. Вся техника Carrera эксклюзивно представлена в сети NVIDIA Eldorado. Спасибо за ваше внимание.